Друзья, я рад приветствовать вас на новом уроке. И сегодня он будет необычный. Мы его снимем в формате интервью, чтобы он был более эмоциональный и вам было интереснее смотреть. И получим информацию из первых уст. Сегодня у нас в гостях Артем Бородавкин, создатель компании Space Smoke, которая производит бестабачную смесь. Детальнее мы сейчас обсудим, и он расскажет, что такое бестабачные смеси, на какой основе они их делают, и что инновационного в их продуктах и так далее. Привет. Привет, Роман. Как дела? Отлично. Корону передал тебе так что. Да, я из Москвы приехал. Ты мне, кстати, передал. Да? Слушай, ты уже участвовал у нас в съемках видео, и наверняка уже люди посмотрели твой урок. Ты рассказывал общую информацию о бестабачных смесях и очень коротко задел информацию о вашем продукте и вскользь о том, как вы это делаете и из чего. Естественно, у меня первый вопрос, как у всех остальных, что за паста, из чего она делается, чем она отличается от обычных бестабачек, чая или табаков. Это вот основной первый главный вопрос, что это вообще? Да, давай разберем поэтапно, что из себя вообще представляет кальянная паста. Кальянная паста Space Smoke — это то же самое, что и табак, просто мы заменили табачный лист минеральной основой. Ты же понял, да, почему я спросил? Раньше на рынке были такие камни Шиаза, Да, все и верно. они тоже на минеральный камень, или Да, как это называется. И наверняка у многих тоже возникла такая многие мысль, минеральная основа — это камни или это все-таки пастообразный продукт? Я видел, как ты выдавливаешь красиво. И расскажи вот людям, как это используется и как это выглядит на ощупь. Да, я понял вопрос. Смотри, когда мы рассматривали урок бестабачных смесей как раз, там было про камни Шиазу, которые были когда-то. И там использовался основа — это перлит. Это природный, пористый минерал. Но была проблема в чем? То есть, когда они также смачивали его, во-первых, самая большая проблема была эта смесь, она была без никотина. То есть курить без никотиновую смесь — это просто дым пускать неинтересно. Я правильно? Сейчас давайте акцентируем внимание. Ваши пасты с никотином. Да. Все. Да. То есть вся наша паста относится к легкой линейке курительных смесей. То есть обладают, если брать 10-бальную шкалу, где-то на уровень крепости 3-4. Но у нас есть специальный вкус отдельный, hardness. Это типа дохи только в виде пасты. Это усилитель крепости, который может довести вашу крепость кальяна. Без вкуса? Да, без вкуса, без запаха. Это чистая крепость, которую можно использовать также. Я помню, мы в Танжирсе пробовали в Краснодаре. Да, на прокачании мероприятия мы пробовали. То есть вот эта крепость, она может как и табак увеличить крепость, так и просто микс пасты, если вам недостаточная крепость. Вот. Самое главное, то есть у каждого продукта, как и табак, как и бестабачная смесь, так и нашей пасты, есть три стороны потребителя продукта. Это заведение, где используются кальянные смеси, это кальянный мастер и, собственно, непосредственно гость. Какие для него у каждого преимущества? Смотри, кальянное заведение. Кальянное заведение, или, в принципе, заведение, где есть кальяны, их самая главная мотивация какая? То есть они хотят сократить себестоимость забивки, при этом иметь большую маржинальность, чтобы больше зарабатывать, и при этом гость должен остаться довольный. То есть тут как раз подходит наша паста, потому что себестоимость забивки на пасте порядка 60 рублей. Вот за счет как раз минеральной основы, которая не горит и обладает высокой жиростойкостью, но если быть точнее, не жиростойкостью, а устойчивостью к перегреву. Вот. Я тоже не люблю это выражение. Действительно не люблю, потому что много очень... Вот сколько я себя помню, столько в кальянной индустрии и обжевывают это слово жиростойкость. Реально, обжевывают между собой, и кто там что только не рассказывал, вообще, в принципе, наша индустрия строится из того, что что-то обжевывают. Я тебя перебил, хотел спросить, знаешь что, сколько вкусов у вас есть? На сегодня у нас 19 вкусов. Есть мята, есть какие-то... у тебя плюс без вкуса усилитель крепости? Да, он включается в эти 19. 19, да. это 19. Хотел спросить по поводу выпуска, фасовки. Фасовку. То есть мы фасуем наш продукт. Тюбик, да? Это Тюбик, как у зубной пасты, всем привычная форма.
Почему мы именно выбрали этот формат? Потому что действительно это очень удобно для работы. Да, я уже успел оценить, мне действительно было удобно, мне не надо ничего делать, никаких вилочек, ложечек, ножичков, мне просто нужно открыть, выдавить и закрыть. Да, это очень удобно как и для профессионалов, кальянных мастеров, которые могут легко, не морая руки, быстро забить любую чашку или добавить ее в табак и отдать скорее гостю. Также это удобно и дома, если люди не обладают особым навыком профессионального забивания кальяна и миксологии, там, с табаком не умеют работать, то паста это является идеальным решением. Сколько грамм в тюбике? В одном тюбике 125 грамм. Это сколько забивок В получается? среднем это хватает на 8-10 забивок. Если вы забиваете 15 грамм, то Это 15 это полноценная забивка в какой-нибудь фанел чистой пасты. Да, то есть это фанел, куда мы забиваем 15 грамм, это мы будем курить порядка 2-3 часов. Ого. Реально, без потери вкуса и дымности. Это все благодаря минеральной основе. Да, то есть это природный вот этот абсорбент, который удерживает в себе. Настолько хорошо удерживает, что 2-3 часа можно курить вкус? Да. Удивлен. Вот, но так как когда мы уже пошли на рынок, и многие заведения, грубо говоря, сказали, зачем нам такой продукт, который гости очень долго курят в заведении, нам надо... Ну, я вот поэтому и Да, удивился. поэтому мы рекомендуем забивать порядка 12-13 грамм. То есть это оптимальная забивка, которой хватает, во-первых, в тюбиках хватает на 10 забивок, и плюс это себестоимость забивки становится там 65 рублей для заведения. Раз уж мы затронули такой вопрос, как забивки, то, естественно, нужно обсудить чаши и ваши рекомендации, как использовать пасту. Ты сказал, что можно ее перемешивать с табаком, может быть, Да. можно с другой бестабачкой. Рекомендации по поводу миксов с табаками. Ароматизаторы пасты, они сильнее аромок в табаках, которые ты знаешь, вот самые сильные, там, яркие. Как ты сам куришь, с какими табаками ты перемешиваешь, чтобы не баланс соблюдать яркости ароматизаторов? Потому что ты же знаешь, да, есть очень яркие ароматизаторы у табака, и есть, там, не знаю, Танжирс. Он имеет хорошее послевкусие сырья и баланс с ароматизаторами. Вот я пробовал, на самом деле, вашу пасту с Танжирсом курить. Есть у меня определенные эмоции с этим связаны. Действительно эмоции, потому что я удивился, насколько можно продлить жизнь даже Танжирсу, хотя он и так живет прилично, за счет пасты. Вот дай, пожалуйста, рекомендации по миксологии пасты с пастой, пасты с табаком и, возможно, пасты с другими бестабачными смесями. Когда мы разрабатывали все вкусы, они довольно самостоятельные, то есть их можно все курить в соло. То есть чисто один вкус берем пасты, и он будет самостоятельный, не просто там какой-то там, не знаю, малина, а какая-то малина интересно миксованная, самостоятельная, неприторная, очень такая приятная, которую, как мы описали, так и она, в принципе, и курится. Также паста очень легко миксуется между собой, то есть мы можем секторами удобненько в чашечке фанел забивать и понимать пропорции, там 60/40. Вся паста еще... А надо перемешивать? Нет, не обязательно. То есть вся паста, во-первых, специально ее сделали цветную, чтобы четко отличать пропорции. Грубо говоря, мы там 10 холодка, 20 там манго и какой-нибудь еще там маракуйю добавить. То есть и мы секторами видим, это красиво цветно выглядит. Перемешивать не надо, потому что при нагревании она все равно будет равномерно испаряться. Что касается миксологии с табаком. Тут вообще как бы безгранично. То есть надо понимать, то есть просто свойства каждого продукта. То есть табаки же тоже бывают жаростойкие, ну как, устойчивые к жару. Да, ничего страшного. Ну, да. На самом деле это сленг, который все и так понимают. Да, просто все понимают. много Более людей- жаростойкие, менее жаростойкие, то есть в зависимости там крепкие, не крепкие. То есть и надо понимать свойства. То есть у паста за счет минеральной основы у него высокая как бы жаростойкость, хорошая вкусопередача без искажения. То есть поэтому надо понимать, если мы возьмем чашку фанел, снизу намажем пастой тонким слоем, а сверху присыпем табачком и просто забьем. И при этом надо еще учесть, что за счет того, что табак лежит в минеральной основе, опять же, продлится общий срок жизни курения кальяна. Потом, если мы берем секторами, если я замешиваю как бы пасту с табаком, то есть я обычно делаю это или полностью вперемешку, то есть берем 50 паста, 50 там, процентов табака. Табак получается окутанный полностью пастой, отдает свой вкус, крепость, но при этом очень долго это курится. Можно забить секторами, там, не знаю, половину чаши пасты, половину табаком. Все-таки нужно понимать, что свойства конкретного бренда табачного, его уровень ароматизаторов, сила этого ароматизатора, послевкусие табачного сырья
И правильно сочетать это с пастой разными способами, экспериментируя, кому что больше Да, нравится. да, всё Если верно. подольше покурить, табак спрятать в пасту. Если продлить жизнь, но чувствовать сырье табачное, то пасту можно положить снизу. Да, всё верно. Я пробовал забивать с тобой пасту сверху. Да. Она как одеяло прячет табак. Табак и да, увеличивает жаростойкость. и как бы он может. защищает, да, и мы неплохо покурили, и я был удивлен. Самый прикол в том, что мы курили танж, вкус пропал почти, мы подняли коллаут, добавили пасту, прогрели и продолжили курить нормальный кальян. Да, ценности. То есть у каждого продукта есть 3 стороны потребления. Это заведение, кальянный мастер и конечный пользователь. То есть какие ценности для владельца заведения? Минимум себестоимости, максимум маржинальности, и при этом, чтобы остался доволен гость. Что важно очень для кальянного мастера? Давай вернемся к тому, что кальянный мастер — это творческая личность, и ему очень важно, чтобы гость остался доволен. И у него был большой путь для творчества, то есть миксология такая. Поэтому паста обладает огромной, безграничной миксологией. То есть вы можете курить пасту как в соло-виде, можете миксовать их между собой, также можете миксовать с табаком. С табаком много вариаций, то есть можно сначала намазать пасту, сверху насыпать табак, можно забить табак с пастой секторами, можно сначала забить табак, можно сверху добавить пасту. То есть тут все идет от фантазии и работы мастера. Что хочет гость на самом деле от кальяна? Он хочет простого, он хочет вкусненький, дыма побольше, чтобы не горчил, в голову не давал и подольше курился. Ну, смотря кому в голову не Ну, давал. Мы берем ту аудиторию, которая курит легкий кальян, а это по нашей статистике исследований почти 60% аудитории. То есть у нас продукт для всех, кто курит легкий кальян. А если говорить про другие страны, там, я думаю, что и 80% или 90% Да, у только нас курит есть легкий. уже готовые дистрибьюторы, которые активно работают на Бали и на Кипре. Там продукт, наоборот, зашел еще быстрее развивается, чем в России, потому что на Бали это жаркая страна, туристическая, и как бы людям меньше претензий к кальяну, им хочется просто вкусненько долго покурить, там, поплавал в бассейне и вернуться к кальяну. Если ты куришь на табаке, он уже сгорает, пока ты поплавал в бассейне. А здесь паста за счет того, что у нее высокая как бы устойчивость к перегреву, она может это легко нивелировать. То есть ты поставил угли, покурил кальян, ушел, он остыл, ты возвращаешься, и ты снова можешь курить. Хороший вопрос возник по поводу забивок. Ты сказал, что можно мешать с табаком, можно курить в чистом виде. Вот у меня мысль-то возникла, а фольга или коллаут? Вообще, изначально, когда мы создавали продукт, мы делали под фольгу. Но так как требования рынка такие, что уже большинство мастеров и заведений, в принципе, забыли, что такое фольга, и используют коллаут. Поэтому мы адаптировали легко продукт. Он универсально курится как и на фольге, так и на коллауде. Просто надо понимать различие, что на фольге нужно сделать отступ, она будет быстрее прогреваться, а на коллауде будет просто чуть дольше греться. Давай резюмируем. Значит, паста с никотином. Так, Паста средняя или ниже средней крепости? да, легкой линейки. Легкой. 3-4. Ну, тут. Ну, 3-4. Значит, 19 вкусов. Правильно. 125 грамм упаковка, да. тюбик. Низкая себестоимость при Забивки. работе. Да. Также удобство при работе для мастеров. И дымно и вкусно для гостя. Да, самое главное преимущество, несомненно, в кальяне — это долгота курения вкуса. То есть вкус не исчезает. Как вы курили через 10 минут, так же курили вы через полчаса, будет насыщенно, вкусно до конца, пока не кончится И дым. все благодаря Минеральной основе. минеральной Да, основе. минеральная основа это не просто там какой-то минерал, как насыпали, это реальная разработка, которую мы на протяжении целого года добивались вот этой стабильной основы, которая будет идеально все впитывать и при нагревании без искажения отдавать. То есть у нас есть патент на изобретение, то есть кальянная смесь на минеральной основе. То есть мы реально позиционируем себя, что мы первая российская паста для кальяна. И вы реально запатентовали основу. Да, именно. То есть патент так и звучит: кальянная смесь на минеральной основе. Это патент, доказывающий нашу инновационность, и там как раз в патенте описываются все преимущества перед другими смесями, и нам официально Роспатент это одобрил. Заявка была подана еще в мае 2018 года, и вот как раз сейчас мы получаем патент. Потому что патент делается так же, как товарный знак, там больше года. Расскажи, пожалуйста, кто принимает участие в работе? Большая ли у вас там лаборатория, производство, цеха или достаточно одной комнаты? Как это происходит?
Расскажу сейчас про команду и вообще историю создания этого продукта. То есть в 2018 году, когда мы начали разрабатывать продукт, то есть была большая довольно команда разноплановых профессионалов своего дела. То есть это был химик, который, собственно, разбирается в химии, в основах, как это все сделать, чтобы это было менее вредно для организма. Второй это был флейворист, который разбирается во вкусах. Это как бы бывший кальянщик. То есть он просто много опыт работы, естественно, он знает, какие вкусы должны быть, как выглядеть. И третий это технолог, который сможет вот как раз разработку флейвориста наложить на химика-разработчика и совместить это все в продукт и как его произвести. Ну и, собственно, я как идейный вдохновитель, создатель этого, все это делаю, чтобы это было для конечного потребителя выгодно со всех сторон. Ты начал про историю, про 2018 год, да. И я вот думаю, не пойти ли сделать мне пасту? Нет, с чего вдруг ты решил, что тебе нужна паста? И еще и в 2018 году, когда все табачники работают, табак растет, спрос на табак растет, кальянная индустрия растет, выставки, не выставки, вдруг идея. Я понял, что у вас была большая команда, ты искал крутых специалистов, чтобы они вместе в команде дали тебе то, что тебе нужно. Вот теперь вопрос, с чего вдруг тебе стало это нужно? Идея сделать пасту, она родилась исходя из твоего опыта в кальянной индустрии, опыта владения заведениями, управления кальянными мастерами, или, работая в индустрии, у тебя появилась некая потребность в каком-то продукте, которого нет. Да. Вот это тонкая На грань. самом деле этот продукт появился на стыке всего вот этого. То есть я сам курю кальян там с 2013-2012 года, еще начинал со времен Альфакера, Старбаза, там Танжирс, там первый в город его свой завозил. То есть я курил проходил такой цикл курильщика кальянов. Был в поисках какой-то смеси, которая реально будет стабильно куриться вкусно, долго, от начала до конца. Почему паста? Почему не чай? Почему не знаю, тростник? Почему паста? Собственно, вот этот вопрос мы прорабатывали различные базы, из чего вообще делается, собственно, табачный лист, чайный лист, там, водоросли, свекла, ботва. Там. Мы перерабатывали все основы, на чем можно нанести ароматизаторы с глицерином и никотином, чтобы это было вкусно. И, собственно, химик, разработчик наш направил в это русло, какие базы еще можно использовать, которые будут безвредны для организма и которые будут отвечать нашим заданным характеристикам. А почему не табак? Потому что нужно получать акциз, налоговое, все вот это, или просто потому что тебе нравится что-то новое, интересное, и ты хотел не как все? Ну, на самом деле, тут опять же, это из всего такой собирательный образ сложился, почему я к этому пришел. То есть я в душе инноватор, и по существу всегда делаю что-то новое для рынка. Даже когда открывал какие-то заведения, они были в новом формате для города, это всегда воспринималось. Вот. И на самом деле, то есть с 2013 года я всегда езжу на все российские международные выставки кальяны, то есть там хука-клаб-шоу, которые проходили, смотрел, какие вообще новинки в индустрии идут и куда к этому приходит все, куда это все движется. И вот когда я уже наездился на российские выставки, я побывал на выставке в Испании. Это был как раз 2018 год, которая проходила в Севилье в Испании. Я на эту выставку быстренько приехал. Оказывается, там рынок более отсталый вообще, чем от России на несколько лет, но и очень маленький по масштабу. Но там был интересный продукт, там была тоже пастообразный продукт. То есть по факту какой-то прародитель пасты. Но у нее было очень много минусов, она была без никотина, у нее были очень странные такие неадаптированные под Россию вкусы, и она еще там расслаивалась, когда долго отстаивалась. То есть, и когда мы ее попробовали, идея была интересная, но она была никому не нужная. На рынке его никто бы не потреблял. Поэтому мы решили взять за идею и сделать гораздо лучше. То есть мы сделали хорошие ароматизаторы европейские. То есть мы полгода подбирали ароматизаторы для нашего продукта. То есть мы перепробовали всех российских, потом начали всех мировых. И вот у нас там порядка сейчас 5 поставщиков ароматизаторов. Это там Швейцария, это Бельгия, это Германия, Франция и там другие страны. И все из Европы. Вот. Когда мы научились подбирать уже вкусы, параллельно мы сделали уже как раз вот эту базу, которая не расслаивается там со временем, которая стабильно это все держит. И вот к этому всему пришло, что сделали пасту. Вообще паста изначально, когда мы ее создавали, она была вообще без
безникотиновая. То есть мы сделали вкусную пасту, реально то, что я хотел от кальяна. Вкусненький, дыма побольше, чтобы в голову не давал, чтобы не горчил и подольше курился. Все, мы сделали безникотиновую пасту. Но когда мы пошли в рынок, сделали там первую партию образцов, прошли по заведениям, мы услышали обратную связь, что по факту без никотина не нужна никому смесь. И это Хватает так, наверное, да, на рынке без никотина всего. Да, то есть как бы и нет особой аудитории, кто бы это курил, готов за это платить деньги. Поэтому мы начали работать с никотином, изучили все возможные никотины, которые бывают, там такой экстракции, жидкие, солевые, то есть подобрали никотин, который максимально похож по ощущениям на табак. И когда мы уже сделали нормальную первую партию с никотином, с нормальной основой, с нормальным амортизатором продукт, мы делали слепые тесты, то есть мы забивали 10 кальянов, половину забивали на пасте, половину забивали на легком табаке. И люди, которые курили, просто гости заведения, они не могли распознать. Просто они говорили: о, что-то вкусненькое, что-то интересненькое, почему так долго вкус держится. А почему именно пасту? Ты видел какие-то другие бестабачные смеси? Я понял, что вы тестировали. Да. Паста, она показала более хорошие характеристики, нужные вам для работы? Да, то есть она дала как раз, опять же, повторюсь, вот эта минеральная основа дала, во-первых, удобство в работе, что это можно просто из тюбика вымазать в чашку, и не надо там какие-то руки марать, вилки, использовать подручные средства. Плюс это удобно. Второе, это миксологию можно делать. И самое главное, это минеральная основа, собственно, не горит. То есть она обладает высокой степенью к перегреву, то есть ее, в принципе, нельзя вообще поджечь. То есть если вы ставите, там, грубо говоря, на табак 4 угля и долго ждете, у вас все равно начинает подгорать табачный лист, и как бы кальян уже не восстановить. А у минеральной основы у нее жаростойкость более 1500 градусов, и вы никак ее не зажгете, не спалите, и не будет приятного какого-то першения. Но тут я повторюсь, то есть единственное, действительно, если вы добавите много жара, у вас начнет она першить по горлу. Это перегрев ароматизатора будет. Я вот это и хотел спросить. Горит кальян не только если табачный лист начинает конечно. подгорать. То есть там сахара, там глицерин. Все правильно ты говоришь. И вот именно ты когда перегреваешь нашу пасту, то есть у тебя может быть першение, и это всего лишь как бы начинает как бы... Тыхашить начинает. Да, тыхашить, глицерин с ароматизатором начинает. Тебе стоит только скинуть угольки, остудить до нормальной, там, продуть и остудить до нормальной температуры, и он будет продолжить куриться нормально, со вкусом, без искажения. То есть он не будет там горелый, еще какой-то. То есть основная ценность получается, что она очень хорошо восстанавливается, даже если перегреть составляющие компоненты. Да, все правильно ты говоришь. Потому что у нее впитываемость сильная, и даже если какая-то часть разрушается от перегрева компонентов, то... Она легко восстанавливается. Да, вот это тут даже интересно. проводили такой эксперимент, то есть вы забиваете чашку, курите, отставляете угли, уходите, возвращаетесь через 2 часа, снова ставите угли, греете, дальше продолжаете курить кальян. Пока она полностью как бы не испарится, не высохнется, и в чашке останется просто минеральная основа. Как ты думаешь, какие перспективы вашего продукта на кальянном рынке? Перспективы у нас, я думаю, продукт найдет своего потребителя как и среди профессиональных кальянных мастеров, так и любителей покурить дома. Потому что кальянные мастера получают безграничную миксологию, заведение высокомаржинальный продукт, чтобы зарабатывать деньги, а гость получает то, что он хочет от кальяна: дымненько, вкусненько, там, долго курится и без всяких особых навыков, способностей. И это как бы не наши додумки, это как бы отзывы с рынка. То есть у нас уже есть открытые дистрибьюторы как и в России во многих городах, и мы активно сейчас развиваемся, так и в других странах, то есть на Бали, на Кипре, еще много европейских стран, которые уже пробуют продукты и готовят к себе выход на рынок. Поэтому перспектива, я думаю, продукт найдет себя. То есть мы не говорим, что эта паста должна заменить табак. Нет, это тот продукт, который и дополняет табак, и является самостоятельным продуктом. Потому что до этого все, по факту, бестабачные и табачные смеси были в большинстве своем на растительном основе. То есть это чай, табак, там еще водоросли, ну еще много чего. А рынок смесей на минеральной основе, он был только представлен в виде камней, и которые были, обладали вот этими минусами. Люди, которые начали курить пасту и привыкают к долготе курения, вкусу, они потом уже табак как бы, не так воспринимают. То есть те люди, которые курят легкий кальян, они получают все, что нужно из пасты. И как бы зачем им курить уже табак? Но это опять же какая-то своя аудитория, которая любит легенько, вкусненько, дыма побольше и подольше. Слушай, я видел у вас на стенде на Hook Club Show, в этом году вы делали стенд, я видел у вас Теслу. Да.
Это какая-то ассоциация с чем-то? Да, почему мы именно поставили Теслу? То есть вообще, когда мы увидели, что нам многие на выставке выставляют свои автомобили, там, Lamborghini, там, Camaro, классические, российские, то есть, а мы поставили Теслу. То есть вообще Тесла — это как такой продукт инновационный, который поменял индустрию. То есть если рассмотреть автомобильную индустрию, то раньше все люди ездили на двигателях внутреннего сгорания. И были какие-то попытки создать электромобили. Но пришла Тесла как плод интеллектуальной собственности. По сути, это тот же автомобиль, но он более технологичный, менее вредный для окружающей среды, еще и быстрее всех. И это перевернуло индустрию и набирает очень большой свой оборот. И уже за Теслой многие классические производители автомобилей начинают делать тоже такие же электромобили, которые обладали технологичностью, скоростью и другими характеристиками, которые превосходят стандарты. Так и паста, я считаю, что это Тесла в мире кальянов вообще. Когда люди всю жизнь курили табак, и приходит паста, которая делает кальян вкуснее, дольше, и при этом менее вредно для организма, и еще и ниже себестоимость. То есть, поэтому Тесла, это философию очень близко. Поэтому мы говорим, что паста Space Smoke — это Тесла в мире кальянов. Круто. Это действительно идеология и действительно посыл в индустрию, так скажем, и потребителям в том числе. Большое спасибо. Ты раскрыл нам все вопросы, связанные с пастой, потому что для многих это было действительно такая темная лошадка, для меня в том числе, пока я не начал пробовать, не начал разбираться и не выловил для себя определенные ценности. Самая главная ценность, по моему мнению, это удобство в работе. Потому что это действительно тот продукт, который можно легко взять, легко добавить, сколько угодно, куда угодно. Можно даже не применять никаких приборчиков, пальчиков и чего угодно, просто капнуть. Поэтому для меня это самая основная ценность, которую я выделил. Естественно, вкусы, которые другие. Сразу видно, что вы поработали над ароматизаторами, над поиском их. И я, если пробую малину, то знаете, как у нас есть в индустрии такие моменты, когда если малина, то у всех одинаково. У кого-то она оттеняется сырьем, у кого-то она легла чуть по-другому на лист, но суть не меняется. Они пытаются делать, например, малину с холодком, еще с чем-то, чтобы хоть как-то разбавить, потому что покупать много разных ароматизаторов, иметь кейс ароматизаторов за границей, это сложно, и я примерно представляю, как это. Еще раз большое спасибо. Хорошо, что приехал, и круто, что донес ценности. Роман, спасибо, что пригласил и дал возможность раскрыть такую тему, как кальянная паста, и вообще, что это и с чем это едят, и как это вообще нужно применять. И я хочу, чтобы все попробовали этот новый продукт, прикоснулись к нашей философии Тесла в мире кальянов и поняли, что все-таки это, наверное, какой-то эволюционный этап развития индустрии, так же как появление коллаудов лотосов и российских кальянов и других материалов. Это не просто какая-то придумка, добавка, это реально новый продукт, который может изменить ход индустрии. Как Tesla в автомобильной индустрии, так и Space Smoke паста поменяет индустрию. А с вами мы увидимся на следующем уроке. Мойте свой шланг и хорошо учитесь.